Пес неожиданно начал вести себя очень странно во время похорон младенца. Он громко лаял, царапал крышку маленького гроба и никак не позволял людям продолжить церемонию. Спустя несколько минут выяснилось, что именно он оказался единственным, кто чувствовал страшную правду. Над кладбищем медленно стелился густой туман, скрывая лица людей, пришедших проводить ребенка в последний путь. Тишину нарушали лишь тихие всхлипывания и сдержанные рыдания. Возле небольшого белого гроба стояли родители малыша, Артём и Марина. Они были полностью сломлены горем и с трудом осознавали происходящее. Недалеко от них лежал пожилой немецкий овчар по кличке Рэй. Когда-то он служил в специальном подразделении и принимал участие во множестве опасных операций. За годы службы пес спас немало человеческих жизней, помогал находить преступников и обнаруживал важные улики даже тогда, когда остальные уже теряли надежду. Самое главное заключалось в том, что он никогда не ошибался. После рождения малыша Рэй очень привязался к нему. Он постоянно лежал возле колыбели, внимательно наблюдал за ребенком и не отходил от него ни на шаг. После известия о смерти младенца пес стал необычайно тихим и печальным. Казалось, что он тоже переживает тяжелую утрату. Однако во время похорон все неожиданно изменилось. Сначала Рэй едва слышно заскулил. Затем он резко поднял голову, насторожил уши и начал внимательно принюхиваться. Через мгновение пес стремительно вскочил и бросился вперед. Громкий лай разнесся по всему кладбищу, нарушив скорбную тишину. Рэй подбежал к гробу и принялся отчаянно царапать крышку лапами, словно пытался добраться до того, что находилось внутри. Марина испуганно попросила мужа убрать собаку, крепко сжимая его руку. Однако Артём даже не пошевелился. Он внимательно смотрел на своего верного пса, и в его глазах постепенно появлялось совсем другое чувство. Это был не страх потери, а тревога, вызванная поведением животного. Он слишком хорошо знал Рэя и понимал, что тот никогда не подает ложных сигналов. Тихим голосом Артём произнес, что пес определенно что-то почувствовал. Вокруг сразу начались тревожные разговоры. Несколько человек попытались оттащить собаку, но Рэй рычал и продолжал защищать гроб. После короткого колебания Артём принял неожиданное решение и приказал открыть крышку. Марина попыталась остановить происходящее, но было уже поздно. Когда крышку медленно подняли, вокруг воцарилась полная тишина. Спустя мгновение она сменилась громкими криками. Внутри гроба находился вовсе не ребенок. Там лежала кукла, одетая в детскую одежду и очень похожая на младенца. Однако это была лишь искусная подделка. Марина, не веря собственным глазам, опустилась на колени и дрожащим голосом спросила, где находится их сын. Артём застыл на месте, словно потерял способность двигаться. В одну секунду весь привычный мир рухнул. Стало ясно, что похороны были частью тщательно подготовленного обмана. Полицейские прибыли на кладбище практически сразу. Следствие началось без промедления. Очень быстро выяснилось, что преступление было заранее спланировано до мельчайших деталей. Документы о смерти ребенка оказались поддельными, а необходимые бумаги были оформлены с помощью взяток. Все было сделано так, чтобы никто не усомнился в произошедшем. На самом деле младенца похитили. Позже следователи установили, что преступление стало актом мести. Несколько лет назад Артём принимал участие в операции против опасной преступной группировки. Один из ее участников решил нанести удар по самому дорогому, что было у бывшего сотрудника. Однако злоумышленники не учли одного обстоятельства – преданности и невероятного чутья старого служебного пса. Рэй снова начал работать так, словно годы службы вовсе не прошли. Он внимательно обследовал вещи, обнюхивал предметы, искал запахи и следы. Благодаря своему уникальному нюху пес помог следователям выйти на нужное направление.